Йо, камон! 20 апреля на PlayStation вышла очередная великолепная эксклюзивная игра – зрелищная рубилова God of War. Сегодня я назову 7 причин, почему стоит бросить все свои занятия и отправиться вместе с Кратосом и Атреем мочить богов и чудовищ. Не нужно знать трилогию игры. Несмотря на то, что серия God of War ведет свой отчет с далекого 2005 года и уже насчитывает 7 игр, для понимания новой не нужно помнить все предания старины глубокой. Это своеобразный перезапуск, который стал продолжением God of War 3, но рассказывает совершенно другую историю. Общим остаются вырвиглазный экшен и герой Кратос, так что не нужно искать себе оправдания, мол, сначала ту трилогию пройду. Беги и покупай. Смена декораций. В то же время для ветеранов баталий с греческими богами многое тоже будет в новинку. Начнем с того, что мы не видели главного героя Кратоса уже целых 5 лет. С тех пор появилось новое поколение консолей, так что графика должна порадовать. Да и мир игры потерял шаблонную линейность, про что мы поговорим отдельно. Во-вторых, вместо очередного нагнетания пафоса и выдумывания, кому еще из обитателей Олимпа и Древней Греции стоит порвать пасть, хитрые разработчики отправили героев на север, где свои противники и особая снежная атмосфера. Я не зря сказал про героев, ведь теперь их у нас двое. Кратос и Атрей. Решение сделать из сюжета совместный поход отца и сына сработало. Во-первых, вместо похождения одинокого мясника мы получили историю взросления одного человека и ответственности другого. Причем без всяких перегибов. Атрей не какой-то там тупой бот, который бегает под ногами, получает тумаки и бесит своей неуклюжестью. В битвах он довольно полезен, а по мере игры взрослеет на глазах. Кроме того, взаимодействие отца и сына стало отличной связующей нитью. История вызывает эмоции и чувства, которых ранее вообще не было в этой серии. Шутки про папашу Кратоса тут оказались не к месту. Разработчики создали действительно интересную пару персонажей. Такие же эмоции, как и вся игра. Несмотря на то, что битв тут уже не так много, как раньше, многие сюжетные повороты, боссы, да и просто какие-то хорошие моменты дают просто ошеломительные ощущения. Не буду спойлерить, но за все время не один раз придется выходить из-за угла и пытаться удержать свою уже закаленную зрелищными боями челюсть. Любое обычное сражение может за пару секунд превратиться в эпик. Все благодаря переработанной механике боя. Теперь это не простой баттон-мэшинг в попытке за короткое время забить врагов и свой геймпад. Разработчики перенесли в знакомый бой стилистику Bloodborne и Dark Souls. Удары, перекаты, защита щитом и офигенный летающий топор Левиафан – наше все. По ходу игры мы открываем новые обилки и умения, которые дарят немного другие впечатления и позволяют выстроить свой оригинальный билд. Можно стать танкующей черепахой, которая выживает под градом ударов, а можно вырасти в стремительную ловкую осу, жалящую всех за доли секунды. Ну и тут есть баланс. Можно наткнуться на врага, который одним ударом снесет все здоровье. Вот и потанкуй такого. Мир, который поражает воображение. Теперь поговорим о главном нововведении, которое придется по вкусу практически всем. Как я говорил раньше, теперь это не линейный коридор из точки А в точку Б. Нам дарят своеобразный открытый мир. И благодаря этому появляется множество занятий внутри самой игры. Идти по сюжету, проверять локации на скрытые тайники и искать невиданных противников. Враги, кстати, не скейлятся под ваш уровень, так что иногда будет подгорать от проблем в боях с противником, которого нельзя завалить с наскока. Не нужно на всех парах лететь к финалу. Интересно познавать этот мир, возвращаться в старые локации за новыми эмоциями, искать себе развлечения. Ну и последняя причина – это игра, которую будут вспоминать еще долго. Во-первых, потому что она получила от журналистов очень высокие оценки. Средний рейтинг на Метакритике 95 из 100. Столько же, сколько у ремастера The Last of Us. Это лучшие оценки для эксклюзива PlayStation 4. И до выхода Человека-паука ситуация вряд ли изменится. Во-вторых, графоний как на обычной версии PS4, так и на прошке поражает. Это новый стандарт игр без всяких компромиссов. Ну и в-третьих, в то время как вся индустрия пихает лутбоксы и микротранзакции во все щели, ребята просто собрались и сделали пусть и не идеальную, но чертовски увлекательную игру, которая станет одним из символов поколения PS4. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, про что еще вы хотели бы услышать. Всем пока!